Всем привет, это Uniways. Сегодня мы продолжаем нашу эпопею игры в Пологе. Полог — это городок от создательницы Vigrid Sim, созданный в СНГ эстетике. В этом геймплее я стараюсь не рассказывать, а показывать. И здесь мы не будем подробно смотреть биографии, а, как всегда, посмотрим на геймплей за персонажей. И сегодня у нас на очереди семья Мещерских. Мы уже до этого много раз видели Олю, и сегодня попробуем за нее поиграть. Мещерские живут в такой хрущевке, в которой же еще живут Сердюковы. Собственно, это абсолютно такая же хрущевка, как и напротив. Семья состоит из 3 человек, это мама, папа и ребенок. И у них история такая, что Светлана в молодости мутила с Рогозиным, потом они посрались, она его бросает, находит довольно быстро своего нынешнего мужа Сергея. И не очень понятно, она то ли в подростковом возрасте беременеет, то ли уже молодая, но как будто это невозможно. Потом у них довольно быстро рождается Оля, и Сергей покупает Светлане парикмахерскую Светланы. Оля же вырастает и начинает мутить, с кем бы вы подумали, с Рогозиным. И вот мутит как бы до сих пор. При этом напомню, что она также мутит с Гришей, а Лола была ее подружкой в детстве, но сейчас нет. Одновременно в нее влюблен Денис. Я вообще страсть как хочу поиграть за Светлану, за ее парикмахерскую. Мне очень интересно посмотреть, как там дела происходят и все такое. Ну и как обычно, конечно, мы будем играть с утра понедельника до вечера воскресенья. Посмотрим, как они проживут эту недельку, кто чем будет заниматься. Сергей у нас работает директором в бизнесе, Светлана безработная, но она вот владелец своего салона. А Оля тоже не работает и просто ходит в школу, слава богу. Посмотрим, я думаю, то, что так как Светлана не любит не убираться ничего, она, может быть, вызовет уборщицу, и у них придет вот такой уборщик, потому что они все-таки довольно состоятельная семья и могут себе позволить, как средний класс. Вот он какой, вот он какой. Довольно-таки ушастенький. У Светланы вообще, кстати, практически нет друзей, но думаю, что подружки в салоне у нее могут быть. Почему бы и нет? Пришли мы в школу, и наконец-то я могу показать этот участок. Он уже мелькал несколько раз на фоне, и это просто гигантская школа. Абсолютно типичная, в форме буквы N. Мне даже пришлось смотреть на рефы, чтобы ее построить. Конечно, геймплей здесь будет очень тяжелый, но надеюсь, что все пройдет нормально. Давайте начинать. Вот такой здесь коридорчик. Нам нужно пойти сначала, наверное, раздеться. Снимем верхнюю одежду, и можно будет перед началом занятий пойти потусить. Здесь уже ходят учителя, что тут директор комплимент раздает, уборщик все убирает. Нам нужно найти Гришу, потому что она хотела в него крашиться и вообще спросить, что происходит. Чего он недоволен такой? Вот они, конечно, вдвоем придурнее. Не понимают, что не так с друг другом, но продолжают встречаться. Можно еще попшикаться этим каноном, который он подарил ей. Что вообще? Господи, со всех сторон что-то происходит вообще. А Гриш тут снаружи, оказывается, в луже плещется. Ты что тут делаешь под дождем? Совсем, что ли, придурочный? Боже мой. Мне аж неловко. Ой, он еще и морозится. Наверное, обиделся, блин. Ты так хочешь продемонстрировать свои навыки или что? Придется устроить, наверное, какое-нибудь свидание с Гришей, не только же с Рогозиным. Но пока что я предлагаю прийти в наш класс, где уже ждет Кристина. Я, конечно, пробовал воссоздать эту школу по скринам, но у меня не вот прям, чтобы идеально все получилось, если честно. У нас абсолютно стандартно проходят уроки. Правда, подружка Оли, Варя, куда-то делась. Наверное, она заболела, не знаю. Но ее место сегодня почему-то отсутствует. Забавно очень то, что эти двое сели вместе. Но, блин, насколько аутентичнее и приятнее то, что наконец-то есть большая школа, и как раз я попробовал сделать именно тот класс, из которого есть скрин с Гришей. Надеюсь, у меня получилось. Гриш что-то перестал все писать, смотрит в крашился настолько, что все, не отвернуть взгляд. Всех, конечно, капец, как разнесло прыщами, это просто ужас. Зато Арсений хотя бы немножко это... вылечил свое окно. Мне кажется, что если с Олей такое произойдет, то она все это выпилится нафиг.
Вообще у них несколько таких классов, но я оборудовал для лекционной части только один. Но можно отыгрывать в разных кабинетах разные предметы. На верхнем этаже у нас средняя школа, но также есть кабинеты на первом этаже для младшеклассников, если вдруг нужно. Также я сделал несколько учителей. Еще тут есть спортивный зал, какие-то в том числе площадки для выступлений, для линеек. Канонично сзади должно быть футбольное поле. Блин, у нас, конечно, как всегда, дождь пошел. Но в этом тоже есть свой вайбик какой-то. Сидеть в теплом классе, пока за окном идет дождь, все в таком роде. Если вдруг понадобится, то я могу даже потом на скачку выложить эту школу. Тут потому что есть и актовый зал в том числе, и маленькая библиотечка. В спортивном зале уже даже кто-то занимается. Ну и, конечно же, учительская, и куда же без кабинета директора. Предлагаю попробовать поговорить с Гришей, пока он не убежал. Что вообще такое за дела? И нужно будет идти уже на другой урок скоро. Блин, ну эти школьные коридоры, конечно, они какие-то такие манящие. Господи, убежал. Я имею в виду, навевает одновременно и какую-то ностальгию, и при этом лиминальное пространство, ужас и страх. Ну, пока что у нас перерыв, то самое время покушать в столовке. А вот и, кстати говоря, куда делась наша подружка? Уже сидит с Гришей, разговаривает. Ну ты даешь вообще. Оля сейчас, наверное, посмотрит на эту еду просроченную и такая, не-не-не. Вообще, конечно, в то время все были постоянно на жутких диетах. И она 100% вообще не исключение, потому что вот девиз анорексички: хочешь есть, попей водички. И уж максимум, чем она перебивается, наверное, это реально салатики да вода. А тут все ужасное, все испорчено. Ну-ка спроси-ка у своей подружки, что это ее не было. Прогуливает, наверное, да? Ой, ладно, кушать реально хочется, поэтому придется пить воды. Конечно, вот такой привилегии, как выпить воды из крана, не было возможности. И вообще, мне кажется, в школах была какая-то жуткая проблема с водой. Но представим то, что она набрала ее откуда-нибудь из кулера, что ли. Но пока что я только надеюсь, что она не дошла до стадии, когда 2 пальца в рот и в туалет. Но до этого как будто недалеко. Но у них сейчас будет урок физкультуры, и из-за водички, конечно, придется немножко унизиться и все-таки сбегать в туалет. Хотя обычно так все стараются не делать. Здесь тоже каноничный толчок с скринов. Боже мой, что тут происходит вообще? Их преподавательница наверняка еще не подошла, но это не повод прогуливать всю физру. Поэтому все срочно в спортивный зал. Потому что даже те, кто отлынивают, должны тут быть. Ну, здесь все как по-старому. Ну, наверное, Гриша сейчас все-таки сделает еще одну попытку. И выйдет с благосклонностью, он куда-нибудь пригласит все-таки Олю. О боже, поздравляю. Ну и все, вот так вот закончится этот день. Теперь получается то, что Оля может и домой отправляться. Они чисто постояли на спортивной площадке и все. Ну и предлагаю сейчас ходить в парикмахерскую. По-моему, это единственный участок, на котором еще не были. Вот так она выглядит. Получается, что парикмахерская находится где-то в центре, где северный рынок, где пельменная. И она такая вот обычная, провинциальная, совсем даже не стилевая. Первым делом давайте попробуем установить цены. Думаю, что они здесь должны быть оверпрайснутые на всякие товары, как, собственно, сейчас и в любых салонах красоты. О боже, Галина пришла. У нас есть такие вот две замечательные сотрудницы. Это Эльвира и Екатерина.
И давай-ка сейчас попробуем Галину ориентировать немножко, куда это она пришла. Может, у нее совсем уже все, деменция. Да, мне таких, конечно, клиентов я ожидал сегодня увидеть. Боже мой. Господин директор, держите себя в руках, пожалуйста. Наверное, она сама, не знаю, стрижет, не стрижет, но вряд ли она вот прям четко умеет. Да, у нее совсем нет знаков отличия. При этом она хочет продать что-нибудь Галина. Не знает намек, что ей нужно купить духи. Получается то, что стрижет тут только Екатерина Манилова. Посмотрим, как это происходит. То есть получается то, что фактически у нас не открывается меню, поэтому она может и сама попробовать что-нибудь поработать. Хотя, естественно, тут Светлана — это украшение коллектива. Она чисто ходит и болтает со всеми. Так, друзья, нам нужно немножко отбить наши цены, поэтому давай-ка ты тоже немножко поработаешь. Вряд ли этот бизнес прям приносит прибыль, но хотя бы в ноль выходить было бы уже неплохо. Галина даже что-то на удивление ведется, она не кидается. Это очень странно, совершенно не похоже. Купила парочку духов, и все. И счастливая теперь. Это тут, правда, не умеха. Интересно, еще зайдет наша подружка или нет? Хотелось бы с ней задружиться. Я, конечно, имею в виду Анжелу Малинову. Нет, ну ты, конечно, даешь. К нам не пошел, к ней пошел. Типа самая опытная, да? Только не подводи нас тогда. Так, мужик, а ты куда пошел? Нам тут такие не нужны. А ну давай, уходи. Ну ладно, если хочешь что-нибудь купить, то пожалуйста. Тренируем на тебя свои навыки. Глеб Хлебов. Вот тебе я бы прям сменил бы внешку. Как-нибудь скрыть бы эти черты лица. А, ему не хочется. Ага, понятно. О, ну, что тут успело произойти? Загорелось. Нет. Бежал. Все потухло. Ладно. А вот Анне можно попробовать, конечно, внешность сменить. Я хочу только это сам попробовать сделать. Жаль, что не Марина, но тем не менее. Какая она вредная. Физручка что-то пришла, смотрит. Ну, давай. Ну, будем тогда пробовать читы, что ли? Я вообще думал, что будет повеселее, потому что... Полагаю, что уровень будет примерно вот такой всей этой деятельности. Еще самое главное — это брови, конечно, усенькие сделать. И вот, трендовый макияж нулевых. Плюс стрижечка. Ну, пока, Зоя Ивановна. Анна, ты тут себе мужика нашла? Интересно. К вечеру ей наверняка уже надоело, она пойдет в разнос болтать тут. Вот наглая бабка взяла, переключил каналы. А ты с своими, оказывается, работницами не дружишь. Что это такое? А я думал, у вас все норм. Оказывается, нет. Ну-ка, позови-ка ее, предложи уйти тогда. Что это за безобразие? Она тут стоит, просто эфир забивает. Ну и вот уже вечер. Сейчас еще один часик поработаем, и все, и можно бежать домой. Что-то какую-то сеть дают. Тетя Люда говорит: Светлана, ты лучше всех, я собираюсь рассказать о тебе всем на свете, чтобы улучшить твою репутацию. Ну ладно. Теперь внешку сменить так-то. Вообще не очень веселый салон красоты, парикмахерская. Нужно сюда какую-нибудь, наверное, магнитолу купить будет. Что-нибудь, чтобы это развлекаться. Все, девочки, конец рабочего дня. Отдыхайте. Сейчас мы вас всех отпустим. Пока-пока. Есть у меня подозрение, то, что мы так кассовый оборот себе не сделаем. Хочу попробовать добить тетю Люду. И, может быть, наконец-таки продать все-таки духи. И у нас есть целых 2 очка деловых навыков. Так, чё бы ей вот такого хочется? Я вот думаю, с одной стороны, про деньги странно. Скидка на оптовые закупки, ну, типа, даже это не магазин. А оценка настроения, ну, типа, вот эта вся манипуляция подходит. Но в целом, как будто бы нужно брать либо связи, либо мотивацию. И начальные перки какие-то дебильные везде. Но можно взять и то, и другое. И посмотреть, что из этого выйдет. Вот. Я уже давненько не играл с бизнесом, поэтому даже как-то приятненько, что ли. Так, ну не томи, пожалуйста, бери уже свои духи, и мы пойдем все. Не захотел в итоге никто ничего покупать. Светлана не ожидала, что будет так напряжно. То, что она возвращается на 2 часа позже домой. Но что поделать, бизнес есть бизнес.
Хорошим, конечно, Светлане бы просто нанять какого-то управляющего и красивый приходить на работу, когда ей захочется, а не вот это все. Потому что это, конечно, какой-то кошмар. Ну и не будет она, конечно, сейчас ничего не готовить, просто доставку вызовем, и все, она слишком устала, слишком хочет есть, вот это все. И можно будет принять, наконец, душ, и хватит с этих домочадцев. Сейчас еще дочь нужно выгнать отсюда, что за безобразие, заняла всю ванную. Я думаю, то, что у них такие отношения еще, типа, не друзья, потому что, ну, Светлана довольно молодая мама, Оля у нее родилась рано, и это какая-то конкуренция. Нет, ну, конечно же, это так никто не формулирует и типа не артикулирует. Но где-то на подкорке чувствуется что-то вот такое. Потому что, конечно, Оля хочет равняться на маму, а маме, может, вообще этот ребенок нафиг не был нужен. Но все-таки родилась в очень-очень раннем возрасте. Ну и теперь имеем, что имеем. Ну, а Оля, пожалуй, сегодня вечером уже будет собираться на встречу с Гришей. Она как раз сделала себе масочку. Единственное, что мать выгнала, нужно душ еще принять. Тогда можно будет сбегать без разрешения. Господи, он не в настроении еще. Ладно, ладно, сам напрашиваешься. Уж у нее как минимум отбоя от ухажеров нет. Есть еще один, кому можно позвонить. Красотка с улиткиной люнкой на лице. Ну и мы готовы отправляться. Наверняка и вызвали такси, а в то время это было супер дорого. Приехали мы в клуб «Сатурн», а этот, конечно, тут как тут, значит, у него дела, он занят сам. Блин, приперся самым первым. Это вообще что такое? Но после того, что сегодня было, думаю, что Оля без зазрения совести хочет, чтобы Гриша ревновал. Поэтому, конечно, она будет искать ту тонкую грань, чтобы его и не отпугнуть, и не разозлить, при этом, чтобы он еще ревновал. Главное, чтобы еще с Виктором окончательно разосраться, а то уже начало, конечно, интересное. А на вопросы Гриши, ну что она может ответить? Типа, что угодно. Друг, дядя, знакомый. Просто что ты бесишься. И все, в таком роде. Дальше всех сел, дальше всех. Она тоже не хочет к нему подходить. И этот тут подошел, сел, все увидел. Нужно ли как-то объясняться с ним? Ну, думаю, что она включит обиженку и скажет: ну, ты же не захотел со мной, значит, идти на свидание. Вот и все. И взятки гладкие, как говорится. Боже, ох уж эти эмоциональные качели, я не могу. А тебе нормально, значит. Ага. Пошел тоже разбираться, кто это такой. Она сразу свинтила. Но Виктор, конечно, не считает то, что Гриша ему какой-то ровня, и он не будет его воспринимать как конкурента. Он себе тут девочку, видите ли, загробастал. Она уже вся его считает. Это как-то не в планах Оли, и она это на стрессе начнет пить. Аж схватила стакан Гриши и внимательно слушает, что они там.
Гриш, успокойся. Но сразу видно, что он, конечно, злится. А Виктор хитрый, он наверняка и предложит поехать в какое-нибудь другое место, типа ресторана, где, конечно, для Гриши недоступно. И это тут как тут за ними ходит. Че, вы сейчас ругаться будете, скажи? Куда вот ты с таким лицом идешь? Обиделся и все. И все, и ушел, и не надо ему ничего. Приехали в любимую Прагу, как обычно. Лучший столик нам, пожалуйста. Молодой человек, что вы себе позволяете, стесняюсь спросить. И тут же как бы это, переключился. Нормально вообще? Кто о чем думает? И тут Малинов дружбан, тут как тут. А он как раз выпить хочет. Ну, сейчас сделать заказ, наверное, и все. Можно будет идти развлекаться. В этот раз их даже как-то не уважают. Посадили хер пойми куда. Можем пересесть потом около бара. Нет, а в целом, что ждать? Давайте сразу пересядем. Закажем выпить. Все, дела. Пускай нас аж сам Малинов обслужит. Наверняка он для VIP-гостей может и VIP-алкоголь достать. Почему бы и нет. Ну и, конечно, когда и пересадили и подали лучшую индейку, Оля так, чуть-чуть, что-то там вилкой поковыряла, сделала вид, что ест, но есть не стала. Ну и время уже позднее, отпускай девочку домой. Не будет он пока что предпринимать активных действий. Опять он вызывает такси и отправил. Женщина, а вы ничего не перепутали, нет? Не добежал до себя, видимо. Мы тут завтракаем вообще-то, так, на всякий случай. Это тут проснулся аж. Вот сейчас, конечно, будет встреча. Ты кто и как сюда попала? Оля выходила, дверь оставила открытой, это тут сбежала. Капец, вообще заблевали нам толчок. Спрашивается, а где уборщик? Нам он срочно сейчас нужен. Больше, чем вчера. Слава богу, наш главный спаситель. Иди быстрее сюда, мы сейчас еще пожалуемся. Давай скажем то, что тут вообще полный беспорядок. Нам еще сбежала какая-то тетка, соседка нафига-то. Заблевал толчок, просто уделала. Срочно нужно все почистить. А она такая бедная, несчастная, муж у нее на работе, дочь на учебе. Вот те деньги дополнительно. Берите все, пожалуйста.
Ты тебе тут что, медом намазано, я не понял. Это невозможно, срочно вызывай полицию. Скажи то, что тетка нам тут заплевала толчок. Дяденька милицейский сейчас спросит, в чем дело. А мы сейчас ему скажем. Вон, что, свинина сидит, жрет нашу еду испорченную. Он наверняка сейчас ей что-нибудь скажет, типа... Ваша соседка вышла в это... Разбирайтесь как-нибудь сами. Это не наша юрисдикция, просто какой-то ложный вызов. Тебя вообще не напрягает, что он тут сидит, да? Давай, прогони ее. Пошла еще в спальню, нормально вообще? Пошла вон, пошла вон. Вообще, что такое? Иди, поговори, скажи то, что вот, видите, с чем приходится иметь дело. Даже милиция ничего не может сделать. Безобразие. А мы, между прочим, не бедная семья, а вот они вот... Просто маргиналы криминальные. Сейчас еще занесут нам какие-нибудь шприцы. Рассуют их в диван, а мы потом сядем и все заболеем. Ужасно. Ну, а после школы Оля захочет, конечно, поговорить с Гришей. Что это вообще было? Но она все-таки хочет с ним на свидание сходить. И вот это вот все. Че он начинает? Хотя это и она тоже начинается. Ну ладно. Я отказываюсь понимать эти отношения. Ну типа что вот они, помирились или как это называется, я не понимаю. Че вот она ему сейчас скажет? Типа извини, ты все не так понял или в этом роде. И типа ничего не было. Ну, он ее пригласит теперь погулять после школы. Ну и куда Гриша ее приведет на свидание? Конечно же в гараж. Будет хвастаться, говорить, смотри, какую тачку почти доделал. Классный будет, будем вместе кататься. Не знаю уж, как Оле этот брутальный флирт. Она, конечно, строит из себя непонятно кого, но ей вообще, мне кажется, самое то. Она такого только кайфует. Послушай, малышка, не звучит финал. Свой главный приз я не забрал. Я верю в нас. Скоро рядом буду с тобой. Не грусти. Отвратительные подростки. Тут у Гриши, скорее всего, еще где-нибудь есть спрятанное пиво. Они сейчас все это разопьют. Оля, скорее всего, уже пробовала, конечно, курить. Да и Гриша постоянно курит. Поэтому это и не впервой. Удивительно, конечно, как Оля вообще не понимает то, что значит, она не ест, только одной водой питается. При этом от пива она будет толстеть намного больше, чем от нормальной еды. Но пиво она пьет. Ну вот так всегда. Думает то, что это сигареты скомпенсирует. Вообще она, конечно, захочет свои собственные прикупить, потому что это популярный способ, чтобы похудеть. Нездоровые привычки нулевых, конечно, да. Светлана тоже времени не теряет, она тут опять в своей парикмахерской болтается со своими подчиненными, пока тут бедная женщина не знает, что куда идти. Иди ее проконсультируй. Привет, Светлана, у меня есть друг Анатолий. У вас так много общего. Он захочет с тобой пообщаться. Можно дать твой номер? Ну окей. Не зря же мы все-таки прокачивали этот перк на авторитет. Давай попробуем бесплатно предложить сменить внешность Натальи. Настя захотел попробовать наконец-то в роли. Так, что можно придумать? Конечно, брови ниточкой. Уберем эту шляпу дедовскую, бабскую. Мне кажется, что в то время был такой тренд на очень текстурные стрижки, как и сейчас. Поэтому вполне себе можно что-нибудь такое соорудить. Какую-нибудь завихрень. Придумаем. Или стрелки. Боже, она выглядит ужасно. Так. И губная помада. И еще румяна. Вообще все накинь.
Вот, что-то очень возрастной макияж. Вот что такое тогда и делали. Готово. Ваша стрижка, лисий хвост. Конечно, тебе нравится. Ты чувствуешь себя такой молодой. Мы тебе сейчас еще комплимент сделаем. Посмотрите, вам так идет эта стрижка. Мне вообще так же, как Светлане, тоже нравится набивать вот эти вот очки, получать лояльность, какие-то перки получать. То есть вообще как проходить уровень в компьютерной игре. Поэтому хочется побыстрее уже прокачать. Что-нибудь еще взять. Мужчина, соглашайтесь. У вас так волос нет. Ну, вас хотя бы побрить надо. Ну, я же говорил то, что нужно какую-нибудь музычку включить. Давайте-ка забабахаем. Поп-музыку даже поставим. Нарик, мы из вас сейчас сделаем метросексуала. Вы не волнуйтесь только. Не переживайте. Вы покупайте наш товар. Хорошие духи, импортные. Ну-ка, сейчас, мужчина, мы вас побреем. И что можно сделать с этими волосами? Только уложить, мне кажется, наверх. Он? Минус 10 лет. Гуляйте, молодой человек. В это время мы заработали еще одно очко предприятий. Позитивное мышление. Опыт научил вас простой истине. Улыбайтесь, шеф любит идиотов. И тут ваш подчиненный является в плохом настроении. Научите его, как надо себя вести в присутствии начальства. Для этого выберите действие, взбодрить, в группе поговорить. Мне кажется, что это идеально и подходит. Учить всех, себя не узнавать и уже не быть собой, всем улыбаться через силу. 12-часовая смена? Да пожалуйста. Все равно нужно всем улыбаться. Кстати, еще хочу посмотреть, сколько стоят наши услуги. Может быть, нужно уже все, повышать цены. Но все-таки много клиентов. Все довольны. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что тут сейчас нашаманим. Нам такое не подходит. Давай очень высокую. Вообще 75 всего. Хотелось бы побольше, конечно. Мужчина, ты из какой этой пришел шаурмечной? Вот тут и уходи. Че надо? Может, он сейчас скажет, что хочет для жены купить подарок? Тогда пожалуйста. Как там говорится, у вас лицо такое жирное, как блинчик. Как блестит. Поговорить, взбодрить. Вот это хочу попробовать. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Ах ты гадина. Ты что тут? Антикапиталистка? А? Женщина, иди-ка сделай-ка перерыв. Ой, а вам что нужно? Прическу? У вас волосики такие? Их не видно. Господи, не понравилось женщине. Ты чё? Согласен. У нее аж все сбросилось вообще. А и тут танцует, блин. Ты чё сюда пришла? Женщина. Пошла отсюда тогда вон. Никакой прибыли. А ну-ка, иди-ка спроси у этой долбанутой. Ты чё тут делаешь? Пошла отсюда вон. Все, уходи. И тебя мы сейчас побреем. Мы всех побреем. Может, ему сделать модную бородку? Почему бы и нет? Гурам, что-то с работы пришел, интересно. Тоже танцевать пошел. О, она получила почетного продавца. Класс. Давайте попробуем. И думаю, после этого можно закрываться. Вообще недоверчивая. Ничего ей не нравится. Не сработало. О, нам понизили уровень. Блин. Все, мне все надоело, пошли вон. Уходите, уходите. Давай еще отпустим наших сотрудниц. Пускай тоже домой идут. И сами тоже пойдем. Ого, какие тут у Оли еще желания страстно поцеловать 3 разных партнеров, любиться, 3 человек, познакомиться с кем-то. Ну, допустим, все это можно будет выполнить. Я думаю, у нее как раз есть еще один претендент. Светлана, конечно, тоже бесконечно на диетах, но от спагетти мужа она никак не может отказаться. И оправдывается тем, что, видите ли, не ест на работе. А вот Оля уже конкретно начинает голодовку.
Как пахнет, но она себя удерживает всячески. И мать на нее здесь поругается. Типа, а чё это ты не ешь? Отец, значит, приготовил еду, а ты не ешь. В семье как-то все немножко начинают быть обеспокоенными этим поведением, но пока не вызывает никаких подозрений. Папа так более понимающе относится. Типа, ну что с них взять, эти женщины? Но Оля, конечно, конкретно беспокоена своей внешностью. Ну и ничего не поев, она, конечно же, ляжет спать. Ну и, конечно, ночью будет проходка до холодильника и обратно. Но она себя будет наказывать, пока что сдерживается. Будет себя успокаивать тем, что такая легкая уже стала. Еще похудела на сколько килограмм. Но вода не утоляет все-таки питание. Сегодня Оля себя сдержит и все-таки ляжет спать. Самым первым тут, конечно же, просыпается отец семейства. Ему все-таки на работу. Поэтому с 6 часов утра он уже на ногах. Мне почему-то интересно проследить за Юлей, куда это она идет. Неужели книжки читать? Да, так и есть. Образование на помойке. Ну а что поделать, у них вроде нет книжного шкафа. Оля, просыпайся, а то опоздаешь сейчас в школу. Что же мы можем сделать сегодня? Конечно, было бы неплохо и в салон сходить, но с другой стороны, с подружкой встретиться тоже можно, почему бы и нет. Давай-ка попробуем ей позвонить и пригласить домой. К сожалению, торговых центров у нас еще нету, а может быть, Анжела и согласится к нам прийти. Ну а мы пока можем прихорошиться к приходу подружки. Жаль, что тут у столиков, конечно, нет анимации, как в Sims 4. Ну да ладно. Ну а вот Анжела пришла. Ну, в целом, чем они могут заниматься? Да, думаю, все как обычно, требаться всякому. О, она не согласна. Нет, ну ты даешь, что же мне подружка называется? Что-то не работает электричество. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что же за проблема такая. Так, где же здесь руководство? Электричество, похоже, выключили дистанционно. Светлана надеется, что заждать придется недолго. И вот оно включилось. Ну ладно. Боже, нет, ты пришла. Как это вообще могло произойти? И убежала. Вам пора поменять замки. Что ты опять тут? Блин, эти соседи меня доконают. Ты вообще обалдела? Это что такое? Ну все, сейчас будет драка, я так думаю. Дай-ка ему очень много денег и пускай идет дерет с ней. Только выгонят. Будем драться, только не своими руками. Это что такое? На наших рыб еще сейчас будет смотреть. Боже мой. Слава богу, он ее хотя бы выгнал. Давай мы его немножечко скажем то, что вы такой сильный. Большое спасибо за то, что избавили от этого ужаса. Он аж бедный весь засмущался. Ну-ка попробуй-ка теперь посплетничать о том, что произошло. Оля, ты, раз уж пришла, поприветствуй мамину подружку. Развлеки ее немножко. Она вообще, наверное, сейчас скажет что-то вроде: мне некогда, мам, я тут сейчас с подружкой пойду гулять. Дайте денег. Вот в такой манере. Давай мы маме скажем спасибо за то, что дает деньги. И она еще скажет, чтобы не тратила на всякую ерунду. Но куда мы приедем? На рынок, конечно же. Нас здесь уже ждет подружка. И деньги как раз нужны были для того, чтобы сходить на рынок. Боже, втопила. Думаю, раз уж мы тут, то самое время купить свои сигареты и сказать, что это помогает для похудения. Они наверняка будут обсуждать что-то вроде: я сегодня с утра ничего не ела, а я с вчерашнего вечера ничего не ела.
А на какой-то сейчас диете, все в таком роде. Ну, конечно же, нужно пойти за покупочками. Так, не опережай нас. Сейчас здесь наверняка вышел новый журнал. Нужно для начала его купить. Че, может, нас кто-нибудь обслужит, нет? Спасибо. Ой, ну идем тогда за другую кассу, что ж поделать. И тут они увидят кое-кого знакомого. Этот кое-кто тут тоже покупочки делает. Очередь занял. Ну и сейчас кое-что мы придумали. Только тише говорите, а то еще услышат. Давай-ка скажем ему привет. У нее к нему вообще нет никакого влечения, но она так вот злую шутку будет к нему приставать, а подружка еще и подначивать. Потому что, скорее всего, все там знают, что он что-то не испытывает. Оля же в целом хотел там себе 3 любовников, и тут как раз подвернулся мальчик. Будет и мальчик на побегушках. Ну, он там ему еще типа понамекает на чувства и что-нибудь предложит, типа встретиться. Ну, типа. Да, типа. И раз, и типа ушли. У нас потому что еще был план, что все-таки купить. Давай-ка попробуем примерить. Арсений, блин, а ну отойди, не даешь в зеркало посмотреться. Ну и что, как тебе? Класс. Берем. Заверните нам, пожалуйста, одно голубое платье. Я думаю, это успех. Может, замутить вы уже. И остался предпоследний штрих. Ну и на этом они, пожалуй, распрощаются. И можно встретиться будет потом уже. Ну, а дома все как всегда, скука смертная. Отец чисто смотрит прогноз погоды, а мать, как всегда, вернулась с работы уставшей. Но в этот раз даже решила что-то приготовить. Оле даже захотелось немного початиться. Мать сейчас придет в комнату, начнет ругаться, что это она не ест целыми днями. Скажет то, что она сделала такой диетический салат, а это все не ест. Поэтому заставит сейчас есть салат. И никакие уговоры тут не помогут. 2 раза поклевала и скажет сейчас: все, я поела, мам. Я свободна. А они сейчас скажет: иди еще домашку делай. Так и живем, собственно. Господи, не сделал домашку, еще тут возмущается, что ей развлекаться хочется. Нет уж, юная леди, доделывайте. Ой, уж если не хочет делать, то придется вот так вот. Как в начальной школе, стоит душой, пока не сделает все. Сергей уходил на работу, а тут что-то Гриша пришел. Они с ним, конечно, вообще не в ладах, но он спросит, типа, что пришел? Это ему сейчас скажет. Коля пришел поговорить перед школой, такой недовольной рожей. И это скажет: ну ладно, проходи. Подожди, когда она проснется, я на работу ухожу. Оля тут просыпается, тут за это стоит. Для нее, конечно, большая неожиданность. Сразу сосаться полез. А он ей скажет: извините за то, что мать моя ходит. Она меня уже тоже загибала.
И вот ей цветы вручат просто. Оля скажет спасибо, ну и идем в школу. О, пришла опять. Че тебе надо тут? Иди отсюда. Напилась опять, видимо, и все, и белая горячка началась. Ну, вразуми, мать, быстро, а? Это же так не прекратится. Кошмар какой-то. Домой, домой иди уже, все. Невозможно, пипец. И на нее смотрит. Боже мой, все, вы уже в школу опаздываете, идите быстрее. Выгнали мамку, Оля поставила розу, которую ей подарил Гриша, и все. Ну а пока там все в школе и на работе, то у Сергея тут деловая встреча. Ну, как всегда, заказываем самый лучший столик, и тут начинается какой-то деловой обед. Я вообще думаю, что это было всего лишь делом времени, когда они познакомятся, потому что в маленьких городах не бывает такого. Чтобы такие важные персоны не знакомились друг с другом. Тут тем более какие-то такие важные дела. Единственное, чего только Сергей не знает, так это кто такой Виктор. Какие-то мутки он мутит и все такое. И кого он вводил в этот ресторан еще? Для него это просто вот такой еще один большой кошелек, с которым его компании нужно посотрудничать. И это совершенно обычное дело в его компании, на его должности, такие обеды, все в таком роде. Но, естественно, на Сергея Виктор произвел довольно приятное такое впечатление, потому что он обаятельный, он молодой, энергичный, он вот знает свое дело, работал в большом городе. И Сергей думает, что это будет довольно-таки продуктивное сотрудничество. Единственное, что в этот раз им, конечно, еду ужасную подали. Но алкоголь, надеюсь, не подведет. За плодотворное сотрудничество. А Виктор, конечно же, скажет за Сергея. Он потому что знает, как найти подход и польстить. Ну, у Оли сегодня очень важный день. Она будет готовиться вместе с подружкой кое к чему интересному. Давай-ка пригласим с тобой Варю, чтобы она уже приходила. Давайте-ка нанесем патчи под глаза. Такие вот красивые. Ну и, конечно же, самое время надеть новое платье, которое они купили. Ну и Варя себе тоже прикупила одежды. И сделать прически. По-хорошему было бы, конечно, сходить к маме в парикмахерскую, там все сделать, но справиться самостоятельно. Так куда они воспользовались утюжком и сжигали себе волосы, зато прически готовы. Ну и последние штрихи, можно идти. Конечно же, они пришли в клуб «Сатурн». Это тот самый день, когда Оля сказала, что познакомит Варю с ее взрослым хахалем. Тут, конечно, все взгляды только на них, где свистят, все в таком роде. Но им это даже нравится, по крайней мере сейчас. Господи, это, конечно, типичные подростки, как-то экстра одеться в абсолютно неподходящую погоду. В одних шортах пойти зимой в минус 30, типа того. Ну и пока они ждут, конечно, можно успеть и выпить, и все остальное. Господи, тут еще этот придурочный успел прийти. Нам сейчас вообще не до тебя. А это улыбится, смотрит.
А вот, собственно, и он. Пришел. Варя, конечно, вообще в экстазе пищит от того, какой мужик достался. Он, конечно же, всячески будет ей отвешивать комплименты, говорить, какая она сегодня красивая. Ну и он, конечно, предложит им выпить. Типа скажет: девчонки, я плачу. Господи, это тут как тут пришел. Денис, ты за нами явно следишь. Вот то Гриша пришел, то этот. Бедная Оля аж отсела. И это мне ловко. Варя, будь другом, отвлеки, пожалуйста, Дениса, а? И Виктор тут подсел. Боже, ему аж плохо. Да ничего с тобой не будет. Оле как-то, если честно, в этом всем неловко. С застывшей улыбкой на лице, но она совершенно не знает, типа, о чем говорить. И сам Виктор, типа, не делает никаких телодвижений. И ей все кажется странным. И она попробует хотя бы как-то забить эфир. А это потому, что только лезет целоваться и обниматься. Ну, и выйдя на улицу, она скажет, что Варя то, что как бы сбежала. Типа ей стало неловко, и она сказала, что сейчас уходит домой. Вернувшись домой, от всего выпитого ее жутко мутило. Наступило утро, как всегда, отец сам первый. Кто встает, шел стирать в раковине одежду. А значит, что-то произошло с электричеством. Давайте посмотрим, в чем же проблема. Говорит, что электричество, похоже, отключили дистанционно. Следует надеяться, что ждать придется недолго. И вот оно включилось. Взял, конечно, убежал на работу, не повесив белье на сушилку. Нормальный? Все за этих взрослых нужно самим делать. Ой, или тут похмелье. Посмотрим, кто звонит. О боже. Тебе что надо? Иди отсюда. Делать нам еще нечего, кроме как всяких Никит слушать. Ну, а эта красавица тут еще спит. О себе думает. Давай-ка просыпайся и пойдем в салон. Вот мы снова тут. Новый день, новая ты. Это, конечно же, девиз Светланиной парикмахерской. И тут, конечно же, очень смешно, потому что ко мне даже пришла Регина. Я даже хочу ей поменять внешность. Какую прическу вы предпочитаете? В стиле 20-х или 26-го? За победу в борьбе с Галкой мы вам сейчас бесплатно сделаем нашу стрижечку. Но меня больше интересует, а что здесь происходит. Итак, что же вам предложить? Можно сделать центрифугу. Ну, вообще, что-то у меня нет каких-то приличных CC причесок, поэтому я думаю, что можно обойтись малой кровью. Придется. Ну, я, конечно, ни разу не визажист, умею только уродовать тимов. Ну, можно что-то типа такого придумать. Хотя кажется, что нужно что-то еще более нежное, чем вот это вот. Потому что это все тяжеловато. Ну, допустим. Ну, как вам ваш новый внешний вид от Светланы? Боже мой, а деду ты что хочешь? Лысину покрасить или что? Ой, блин, можно мне как-нибудь побыстрее звездочки? Я хочу перки. Хочу много-много перк получить. Давайте мне свои лояльности. Вы тут сели голову мыть или что? Все, уходите. У вас уже чистая голова. Вот Татьяне, конечно, духи сейчас тоже нужно. Поздравляем! Нынешний уровень вашего предприятия 4. Заработанные очки можно потратить на приобретение деловых навыков. Ура! Сейчас начнутся мои любимые муки выбора, что же выбирать. Мы хотим безумный мотиватор, оценка настроения или еще уважение партнеров. Как будто бы она может стремиться к звезде слухов, ну или попробуем безумный мотиватор. Просто мне интересно, как это будет. Давай, мотивируй ее. Мне кажется, она откажется, да? Поверь в себя, ты все сможешь. Нет. Ну а ты, дорогая, что скажешь? Все ее сотрудницы ее ненавидят. Ну что ж, мы тут оставаться прям до вечера в этот раз не будем. До ночи.
Потому что есть еще дела с Олей. Оля подкинула записку в школе Денису и предложила ему встретиться в Лазурном карьере на обусловленном месте. Конечно же, чтобы их не потревожил Гриша и никто не увидел. Собственно, здесь подростки немного обустроили этот костер. Эту эпопею, собственно, начал Арсений с его компашкой. Теперь сюда натащили кучу всякого хлама и немножечко обустроили это место. Конечно же, такие штуки, это, скорее всего, на уровне фантазии о подростках нулевых из Америки. Потому что здесь максимум бы чего валяли шприцы, был бы костер и были бы разбросаны банки с пивом. Но мне вот захотелось так на данный момент. Даже несмотря на то, что это нереалистично и все такое. Потому что у нас такое скорее стало стихийно появляться в 10-е годы. Типа, когда все смотрели сериальчики, стали тусить на крышах и все в таком роде. У меня даже многие знакомые пиздили эти дорожные знаки. Вот притом это был даже не один случай. На вопрос зачем, типа, ну просто надо. Украшали таким образом. Поэтому здесь тоже все должно быть. Ну и, конечно, каждый бутующий подросток должен бытовать по-своему. Для кого-то такие места были вайбовыми, для кого-то гаражи. Чаще всего, конечно, тусили где-нибудь в подъездах и в этом. Все в таком роде. У меня немножечко все гламурные чиксы, оторвы, и все задроты, и все буллеры как-то одинаково бунтуют. Ну чего вы так сели-то далеко? С одной стороны, вот это все как-то в шутку для Оли. А с другой, интересно, где заканчивается граница притворства и начинается уже получение удовольствия. Потому что Денис-то, конечно, это все воспринимает серьезно. А Оля, может, сначала не воспринимала серьезно, а в процессе как-то и втянется. Кто знает. Потому что она его наверняка считает каким-то тодиком. Ну и типа неудивительно, оно так и есть. Как говорится, мальчик поплыл, мальчик попал. Но, может быть, Оля тоже. В целом, если так подумать, то они, конечно, более хорошая пара, чем Оля с Гришей. Более предсказуемая, похожи больше. Денис, как минимум, нет таких зависимостей, как у Гриши, и вот этих эмоциональных качелей, все в таком роде. И Оля его попросит, типа, давай это будет нашим секретом, потому что, ну, ты же знаешь Гришу, то, что он такой ревнивый, ля-ля-ля. Начнет ему длить в уши, то, что это она не может уйти из этих отношений. Ну, конечно, конечно. То, что он такой вот абьюзивный, она такая вот бедная несчастная. Ну, типа настоящий мужик. Но Денис будет рад этому подыграть, обманываться рад, потому что он-то Гришу не любит. А тут такой дух соперничества. Ну и на этом они этот тайный вечер закончат и обусловятся то, что это будет их место. Такой типа небольшой секретик. Наконец наступили выходные, а это значит, что наконец-то никому не нужно идти ни на работу, ни на учебу, и можно развлекаться как только хочется. А самое главное то, что наконец-то можно отоспаться как не в себя. Единственное сожаление Светланы в этом всем, то что нужно быть сегодня примерной женой. Потому что это единственные дни, когда ей нужно готовить завтрак и все в таком роде. Поэтому она одна, кто просыпается раньше всех. И она сегодня и жнец, и швец, на дуде и грец, и себя в порядок привести сначала, и потом дом, и приготовь, и убери, и подай, и унеси, все на свете. Ну а так как Светлана и готовить не умеет, и все в таком роде, то, соответственно, завтрак тоже будет специфический. Тут уже все проснулись и жаждут крови.
Сегодня вообще у Сергея и Светланы еще запланировано свидание. Потому что в хороших семьях раз в неделю вот они так ходят на свидание. Выполнение супружеского долга или типа того. Но сегодня они без конфликтов, а Светлана спросит Олю: ты чё не ешь? Я тут готовила вообще-то. А Оля, как всегда, скажет, то, что я не голодная, у меня там диета, я вообще не хочу есть, я вчера поела и все в таком роде. А она вообще-то на ужине не была, поэтому тут начнется разборки. Ну и мать тут начнет ругаться, типа, что вообще ничего не ест, и нужно есть, потому что она готовит. Зря такой продукт и переводит. Ну и, короче, как маленького ребенка, видимо, буду заставлять ее есть теперь. Потому что тут все обеспокоены. Как так не есть полезные хлопья с витаминами? Вы чё? И вот через «не хочу» в итоге она запихивает в себя еду. Но у нее уже сдвиг по фазе, все, она считает, что это какой-то яд, это отрава, это гадость. Тут она запихивает в себя шлак, все в таком роде. Ну а мать теперь следит, чтобы дочь питалась. Все, родители сейчас уходят и оставляют ее одну. Наказ простой, никого не пускать, все в таком роде. И самое главное, конечно, до вечера это сделать всю домашку. Ну и, конечно же, куда они пойдут, это в ресторан Прага. Давайте закажем здесь столик. О, вот принесли еду. Все, конечно, тут жутко шастают, никакого вип-места, как в прошлый раз, но тем не менее это не помешает им провести свидание. Наверняка Сергей сейчас скажет что-нибудь типа «За тебя, Светлана». Ну и как-то так у них довольно мило будет проходить это свидание, и вернутся они уже поздно-поздно вечером. Пока у Оли родители там хорошо проводят время, она тоже время зря не теряла. И пришла Гриша. А он ей тут хвастается, как почти доделал машину. Но она что-то не оценила, наверное, краской, потому что сильно воняет, все в таком роде. Но это она еще просто не представляет себе результат. Вот сейчас вот он докрасит ее, и вообще будет конфетка. Потому что сколько возможностей перед ними откроется, когда у него будет готовая машина. И тогда в итоге такая вот машина получилась. Ультрамодная, со всякими тут наворотами. Ну и, конечно же, теперь самое время прокатиться на классной тачке. И они, конечно, поедут подальше, туда, где их никто не увидит. Ну и теперь, конечно, этот кавалер может отвозить Олю домой. Наступило утро воскресенья, и Оля в этот день немножко в предвкушении. Потому что ее пригласил Виктор к себе, она в первый раз к нему пойдет, и она нервничает одновременно и хочет этого.
Поэтому сегодня она будет готовиться как не в себя, чтобы произвести хорошее впечатление на Виктора. И сегодня, конечно же, точно никакой еды, никакая мама ее точно не заставит есть. Потому что иначе она растолстеет и все. Все свидание тогда будет испорчено. Давай, как обычно, попьем водички, чтобы хотя бы немного утолить голод. Господи, тут матери прислали одну розочку, она над ней умиляется. Ну, давайте ее на стол, что ли, поставим. Она тут очень радостная. Давай-ка ты сейчас тоже будешь лебезить перед папой и скажешь ему то, что вот, уходишь, и все, чтобы к тебе не приставали с вопросами. И пока мать не приготовила завтрак, срочно нужно сбегать из дома. Для начала они договорились встретиться в парке, а потом как раз поедут к нему. Ну и Рогозин, конечно же, с самого начала сделает подарок. Это любимые Олины духи и КПК, которые она давно хотела. И сегодня она хотя бы более уверенная и не так сильно нервничает, как в тот раз в клубе, поэтому она надеется все-таки довести дело до конца, так сказать. Единственное, что ей сейчас жутко мешает, это звук бурчащего живота, который выдает то, что она голодная. Ну и Оля, конечно, для себя подметит то, что машина у Виктора это покруче будет, чем у Гриши. Но она все равно сядет на заднее сиденье. И тут они подъехали к этому огромному особняку из нулевых. А Оля никогда таких огромных особняков не видела. И, конечно, Виктор ей скажет, что да-да, это все мое. Ну и, конечно, тут у нее есть вот это ощущение того, чтобы не упустить эту возможность. И она будет всячески проявлять вообще полный восторг насчет его жилища. Ну и, конечно, это будет очень сильно льстить Виктору. Он, конечно же, нальет и предложит ей выпить. Ну и, конечно, они будут пить еще вино, еще и еще. Но потом позовет присесть на диванчик. Если до этого Виктор держался в руках, то сейчас скорее начнет их распускать. И Оля в этом всем, конечно, уже будет в состоянии нестояния. Ну и после всего он скажет то, что у него еще дела, и то, что пока, и все в таком роде. И как бы отправит ее домой. В итоге Оля ночью пешком одна, под дождем, добиралась из СНТ домой. И что для нее самое страшное, вместо той страсти, которую она испытывала, она внезапно после этого всего почувствовала какую-то пустоту. И не то чтобы она почувствовала себя какой-то грязный, скажем, но опустошенный и испуганный точно. С пониманием того, что она, наверное, не хотела, и с какой-то невозможностью об этом рассказать, потому что она хотела похвастаться, а сейчас как будто бы нету этого ощущения. Наверное, самое то сказать то, что ощущение использованности, нервозности, вот такое ощущение. Несколько напоминает того, что твое тело какое-то не твое, что-то не так. Если же до этого она чувствовала легкость, как бы не позволяя плохой, условно, еде попадать в свой организм, и вот это специфическое ощущение чистоты, то теперь все перевернулось, и это ощущение действительно отстраненности.
опустошенности, нежелание того, чтобы это тело тебе принадлежало. Ну и почему-то с другими такого не было. Даже с тем же самым Денисом, к которому она как бы равнодушна. Тут еще и ощущение тошноты от нервов. Вот так, собственно, прошла неделя у Мещерских. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, будет очень интересно. И у меня к вам, конечно, есть вопрос. Не то, чтобы я хочу, чтобы зрители очень сильно влияли на мой геймплей, но как вы думаете, можно либо написать комментарий, либо поучаствовать в вопросе насчет Гриши? Он выберет путь исправления или окончательно опустится на дно? Интересно ваше мнение по поводу этого самого проблемного подростка в Пологе. Ну, а я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующих сериях. И пока.